привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами будем составлять меню на неделю, но перед этим, если вдруг вы первый раз видите мое видео вообще и меня лично тоже, то в 2017 году я весила 120 килограммов и похудела уже на 52. Ссылка на видео с отчетным днем, где я показываю свой вес и объемы, и также показываю фотографию до, появится вот здесь. Смотрите обязательно. По поводу меню на неделю. Напоминаю, что у нас обычная средняя семья, двое взрослых, двое детей, и мы делаем закупку в самых обычных супермаркетах, и из этих продуктов составляем наше меню. Конечно, какое-то количество там масла, соли, лука, морковки есть у всех, поэтому каждую неделю немного меню отличается, ну, естественно, закупки тоже. Давайте посмотрим, что мы закупили на эту неделю, и в конце видео, после того, как мы составим меню, я еще скажу сумму, на которую мы все это закупили. 6 упаковок молока, оно нам досталось со скидкой по 47 рублей, это индивидуальные особенности нашей семьи, что нам нужно 6 литров, потому что мы на нем варим кашу, младшая дочь любит просто выпить молочка, ну и, конечно, в какие-то блюда тоже мы его добавляем, выпечку и так далее. Молока у нас 6 упаковок по 47 рублей. Еще мы приобрели 3 десятка яиц, 209 рублей, 3 десятка нам обошлись. Конечно, это не на неделю, это на 2 недели. Просто удобно и выгодно покупать именно в таком формате. То есть 209 мы делим на 2, потому что на 2 недели нам такого количества хватит. Еще многие спрашивали, какой же соевый соус я использую. В этот раз я купила вот такой, Ямаса. Он производится в Японии, очень вкусный. Литровая бутылка мне обошлась по регулярной цене в 454 рубля. Он продается в Метро. Раньше я его покупала в Окей, в этот раз его в Окей не было, поэтому я купила в Метро. По поводу Метро еще хочу сказать, что вы туда, не имея карты, можете пройти просто по вашему гражданскому паспорту, и вам дадут временную карту, и вы сможете совершить покупки в Метро. Продолжаем. Также в нашей закупке томат. Такая баночка 500 грамм со скидкой нам обошлась 95 рублей. Томат нужен для того, чтобы приготовить соус на замену кетчупу, ну и просто добавлять его в супы или в какие-то блюда, которые я буду готовить. Еще на неделю мы купили упаковочку кускуса, она весит полкило, 84 рубля, это регулярная цена, такой кускус, это собственная марка Окея, он вкусный, конечно, я люблю его приобретать со скидкой, когда он бывает 50-60, но в этот раз не было, пришлось купить за 84. Большой плюс кускуса, он сильно увеличивается в объеме. Еще у нас кончилась манка, как вы знаете, манную крупу я приобретаю семолину, то есть это манная крупа из твердых сортов, которую можно есть тем людям, которые следят за своим весом. Вот так здесь написано. Еще написано сбоку, что это из твердых сортов. И еще с другого боку тоже написано марка Т. Это, наверное, для того, чтобы мы точно не ошиблись. Регулярная цена 55 рублей. Эту манку я покупала в Окее. Еще у нас кончилась кукурузная каша. Я покупаю вот такую в пакетиках. Ее очень удобно варить. К моему тоже, к сожалению, она была без скидки. 60 рублей, там 5 пакетиков. Нам такой упаковки каши хватает на 2-3 недели, ну каждый день мы ее просто не едим же. Еще мы купили вот такой кусочек сыра, это Брест-Литовск, спасибо, белорусы, привет вам. Он стоит 129 рублей, это регулярная цена, кстати, покупаю я его в нашем магните, который вот у дома. Еще у меня закончилась совсем мука, поэтому нам попалась в Метро вот такая со скидкой 65 рублей за 2 килограмма. Я, кстати, такую муку купила первый раз, поэтому кто уже пробовал, готовил из нее, обязательно напишите в комментариях, не прогадала ли я, купив такую муку. Еще в моем списке сливочное масло 450 граммов за 279 рублей. Это собственная марка Метро. Масло, конечно, нам хватит больше, чем на неделю. Недели на 2, на 3, но просто у меня масло дома кончилось, поэтому я его и купила. Масло мы добавляем в кашу, либо используем для приготовления бутербродов, либо какой-то выпечки. Конечно же, обязательно в нашем списке это сметана. Сметана тоже собственной торговой марки Метро. 160 рублей она стоит за 900 граммов. Сметана вкусная, дети ее любят. Также сметану мы используем абсолютно в разных видах. Готовим соусы на замену майонеза. Дети очень любят смешать сметану с медом и есть какую-то выпечку с ней. И старшая дочь просто очень-очень любит сметану, поэтому она обязательно в нашем списке. Еще в нашем списке
килограмм творога, жирность у него 9%. Это тоже собственная марка Метро. Килограмм творога нам обошелся в 261 рубль. Его точно так же просто едим, потому что творог вкусный и полезный, используем как перекус. Ну, либо что-то можно испечь с творогом, он универсальный продукт. Продолжаем. Еще, конечно же, мы купили рыбку. Рыбку я беру хек, мне очень нравится. 800 граммов нам обошлось в 249 рублей. Я купила 2 филе куриного бедра, ну в смысле не 2 филе, а 2 упаковочки. 199 рублей килограмм. Тут чуть более 1,5 килограммов. Будем готовить гречаники, будем готовить много всего вкусного, полезного и простого. И, конечно, не обошлось без куриной грудки. Она была 214 рублей за килограмм. Я купила 3 вот таких упаковочки. Весят они втроем 2,5 килограмма. Куриная грудка – это помощник-спаситель для людей, которые ведут здоровый образ жизни, следят за своим весом. Поэтому она обязательно присутствует в нашем рационе. Итак, мы посмотрели закупку на неделю. Теперь из этих самых обычных продуктов мы составим вкусное, полезное меню для семьи из 4 человек. Напоминаю, питание у меня трехразовое. Мой завтрак это 8 утра, обед 14 часов и ужин 20 часов за 3 часа до сна. Конечно, иногда между приемами пищи возникает какой-то голод, который я с удовольствием утоляю разными вкусными фруктами. Сейчас, конечно же, перед Новым годом мои любимчики это мандаринчики. Также люблю гранаты. Ну и, конечно, яблоки всегда вне конкуренции, они выручают всегда. Теперь составляем меню на неделю. Понедельник наступает, утро будет добрым, потому что вечером в воскресенье в мультиварку я заранее поставлю на отложенный старт кашу из геркулеса, вкусную и полезную. Варю ее на молоке пополам с водой и на всю семью добавляю небольшой кусочек сливочного масла. На обед в понедельник, вторник и среду мы с вами приготовим свекольник, то есть я покажу вам рецепт, потому что это замечательное сытное блюдо, отлично подходит для зимы, для того, чтобы получить вкусный обед, чувствовать себя сытыми. Свеклу я не купила, потому что фрукты и овощи в основном приобретаю на рынке, а это была закупка в супермаркетах. Давайте теперь посмотрим, что у нас на ужин. На ужин мы приготовим хека на овощной подушке, быстро, просто и очень вкусно. А на гарнир я сварю самый обычный рис. Рис мы покупали в прошлый раз, он у нас еще остался, поэтому, естественно, я его покупать еще не стала. Рецептик хека и, кстати, другие идеи вы можете посмотреть вот в этом видео. 5 ужинов для похудения. Обязательно посмотрите, там много вкусного и интересного. А у нас с вами уже наступает вторник. Завтрак вторника будет тоже очень быстрым и простым в приготовлении, а также зарядит нас силами и энергией. Это творог со сметаной. Отличный завтрак. А обед и ужин во вторник у нас уже готовы. На обед, напоминаю, у нас свекольник, а на ужин во вторник у нас будет рыбка с рисом. В среду на завтрак мы приготовим вкусняшку для моей младшей дочери. Это манная каша. Также я ее варю на молоке пополам с водой. В среду на обед у нас свекольник, мы его с вами доедаем, а на ужин мы приготовим вкусные и простые стейки из куриной грудки. На гарнир будет кускус, готовится тоже моментально, содержит много белка. В четверг на завтрак у нас будет яичница, и я очень люблю подавать яичницу с ломтиками сыра. В четверг мы приготовим новый вкусный супчик. Это будет гречневый супчик, я его готовлю с фаршем, получается очень быстро и полезно. В четверг на ужин, второй день, у нас стейки и кускус, и вот уже наступает пятница. В пятницу на завтрак моя любимая кукурузная каша. Я ее варю на воде и добавляю к ней либо грибы, либо овощи. В общем, что-то мы приобретем на рынке и добавим кашки, чтобы было вкусно и полезно. В пятницу у нас на обед второй день суп с гречкой. Но это не все, что будет с гречкой в пятницу. Дети попросили, давно не было гречаников, поэтому мы их приготовим. Я буду использовать смесь филе грудки и филе бедра. Конечно же, добавлю гречку. Рецепт этот есть на канале. Ссылка на него появится в правом верхнем углу. В субботу на завтрак у нас будут вкусные, любимые моими детьми тыквенно-яблочные оладьи. Использовать я буду цельнозерновую муку. Рецепт есть на канале. Ссылка на него в верхнем правом углу. В субботу, по традиции, так как мои девочки очень любят, на обед будет суп с фрикадельками, и он будет также являться обедом и в воскресенье. В субботу у нас на ужин гречаники, которые мы приготовили в пятницу. И вот наступает воскресенье, давайте узнаем, что вкусненького у нас на завтрак.
На завтрак в воскресенье я приготовлю пирог из овсянки. Также, кроме самой овсянки, потребуется яйца, молоко и немного других ингредиентов. Рецепт есть на канале, ссылка на него в верхнем правом углу. Ужин в воскресенье у нас будет простым и легким и в приготовлении, и в употреблении. Я просто приготовлю перловку с овощами. Перловку в закупке вы не видели, потому что у нас дома ее немного осталось. Так что в понедельник мы начнем легко. После вкусного и очень полезного ужина обязательно включайте в своем меню перловку. Сумма наших закупок на эту неделю составила 3315 рублей. Конечно, кроме этой суммы есть еще где-то 700 тысяч рублей, которые мы тратим еженедельно на рынке, покупая фрукты и овощи, потому что их в нашем меню очень много. Напоминаю, что каждый ужин это не только основное блюдо, но и обязательно большое количество овощей. Это может быть просто квашеная капуста, свекла отварная, ну либо огурчики с помидорчиками. Овощи должны быть обязательно, они помогают нам себя просто хорошо чувствовать, отлично выглядеть, ну и конечно снижать вес. Вот такое у меня получилось меню на неделю. Я знаю, что это видео помогает вам планировать и составлять ваше меню, что очень важно для людей, которые экономят свое время и хотят быть здоровыми. И, конечно, не забывайте заглядывать в описание. Меню на неделю там будет. И, конечно, будет еще список продуктов. То есть вы можете просто взять этот список, пойти в магазин и купить то, что нужно для вашей семьи на целую неделю и не тратить на это лишнее время. А вот здесь появятся еще наши новые полезные, ну и, конечно, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем добра и любви.